Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Всем любви, здоровья, добра. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за лайки, подписки и комментарии, добрые слова, пожелания. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Что нового на форуме ваших недоброжелателей? Сплетни о вас. Узнаем, кто эти сплетни распускает и о чем, собственно, чего они касаются в контексте вас. Смотрим, внимательно слушаем, помним, расклады общие. Пожалуйста, не воспринимайте итог расклада как призыв к действию, скорее как совет карт. Информацию полезную, может быть, для вас. Итак, начинаем. Делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, на вас очень похоже, значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Помним, вы только вы творец своего счастья. Итак, какая девочка пришла на расклад? Начинается. Кто вам тут свинью подложил? Ага. Называется. А шанс какой-то был так близок. У каждого шанс на свое. Да ё-моё, вы мне говорите, нафига ты нам, Мира, постоянно рассказываешь там сигнификации о каком-то павлине. Девочки, если он выходит, этот мужчина, павлин, ну, куда я его дену? Могу отправить куда-нибудь на птицефабрику какую-то. Ну, что вышел, то вышло. Так, должна озвучить. Так, это... Ой, как бы там ни было, давайте сразу я... Не хотелось бы мне все сводить к какой-то вот этой любовной лирике, да, все возьму более расширенно. Мне показано какой-то шанс, какие-то возможности, которые были, и вы их предвкушали, может быть, уже намечтали себе. У кого-то это любовная история, опять с каким-то этим принцем. У кого-то это может быть там деловое предложение, касаться там нового заработка, там реализации, еще чего-нибудь. Как будто бы вот оно должно было вот случиться, вы в этом уже жили, мечтали, как будто бы прожили. Там кто-то уже просчитал, какую прибыль он от этого получит, уже деньги эти в голове потратили, уже вложили куда-то. Ну, я утрирую, девочки, но вот как будто бы вы были в каком-то таком, господи, сейчас расскажу, в каком-то таком состоянии тут воодушевление, как будто крылья за спиной были прям расправлены, энергетически наполненная, яркая, харизматичная. Вы в моменте себя такое ощущали. Желание жить, творить, что-то вытворять тут. Но вот эта карта первая, это как свинью подложили. Не случилось, не получилось, невозможность карта. Невозможно у кого-то проиграть эти варианты. Невозможность быть с каким-то, допустим, мужчиной. Невозможность в моменте может получить ту там уж не знаю, работа с вашей какой-то мечты. Там бизнес-проект какой-то. Ну как будто бы не случилось, не сложилось. Тут карта дуальность. Вам говорят, эта история вам нужна была где-то для чего? Для того, чтобы вы узнали, раскрыли свой потенциал, узнали себя, какой вы можете быть. Даже в такие моменты. Пускай, знаете, одни двери закрываются, другие двери неизменно открываются. Вас ведут куда-то в другое место. Может быть, более прекрасное. Может, вас отводят от чего-то. То, что вам казалось настолько прекрасным, какая-то эйфория у вас тут была. А может, если убрать эти эмоции, посмотреть на реальность, вас действительно, может, оберегают, отводят от чего-то. Каких-то болезненных, еще более болезненных ошибок. Так, смотрите, мне показано сейчас ваше состояние. Женщина сама по себе пытается, может быть, разобраться в той ситуации, которая была, в самой себе, опять-таки, узнать о своих истинных, может быть, потребностях, желаниях, даже самой себе задать вопрос, чего я хочу. Вот я этого именно хочу,
И тут как будто бы вы уже разбираетесь и, по крайней мере, знаете, чего вы не хотите. Каких, может быть, повторения там сценариев, может быть, взаимоотношений, не обязательно с мужчиной, может быть, там в коллективе, с близкими, родными. Одиночка. Женщина, по большому счету, вам хорошо самой собой. Опять-таки, вот эти вот попытки разобраться, познать саму себя, это все сюда. При этом тут одиночка, а тут карта защиты, а посередке этот павлин. Павлин, хорошо, можем считать его как мужчина, да, который там любит себя, цену себе не сложит, там свои все какие-то позитивные качества он их преувеличивает, как павлиний этот хвостик распускает, недостатки камуфлирует, но какие-то не очень красивые истории из прошлого могут периодически всплывать, и вот эта разница, да, настолько он создал картинку какую-то обаятельную, и в него все влюбляются, и потом вот эти вот какие-то мотивы его поступков, какие-то некрасивые истории, это настолько разнится с тем образом, и может там быть там женщина в шоке от разочарования от этого, может быть даже в сторону вас, тут проявления какие-то были такие, которые у вас вообще не сходились пазлы, вроде же он такой замечательный, моя вторая половинка, я его искала, он тот самый, и тут бабах, какой-то такой поступок его, вы думаете, бог ты мой, как я могла так ошибиться, ну правда, как пелена перед глазами, глазки завязаны, гормоны какие-то, у кого-то это не обязательно мужчина, это может быть какой-то человек, который вас разочаровал, да, вы опять-таки себе напланировали, что-то там в каких-то иллюзиях пребывали, у кого-то это реально желание было там, понятно, с человеком каким-то выстроить взаимоотношения, может быть даже рабочие, по бизнесу, и опять-таки, как разочарование идет в этих возможностях, в этом человеке, нет, это не то, что там ошибка, это как подмена понятий какая-то тут произошла. Может быть, хотелось, приняли желаемое за действительное, да, но мне показано, вы сейчас от этого всего закрываетесь, не хотите больше ни таких людей в свою жизнь пускать, и вообще, как будто бы до многих дошло, что да мне и так классно, я не, вообще, какие мои потребности этот, допустим, мужчина закрывал, разобрались. Да, наверное, никаких. Это я хотела для него стать вселенной, да. Я для него хотела сделать его жизнь лучше, там, ярче. Я старалась, а он для меня... Чем он проявлялся, как он проявлялся в мою сторону. Тут тоже, может быть, вот так, такие какие-то вот тут мысли промелькнули. И это уже как будто бы время, карта прошло, это уже какое-то время. В моменте, может быть, там карта подчинения, вам хотелось этого мужчину, я не буду говорить, прям подчинить, но вам хотелось, допустим, чтобы он к вам проявлялся так, как вы видите, да, эти взаимоотношения. Он этого не давал тех проявлений, не давал, может быть, там, любви, нежности, внимания, вот, заботы. Вот мне кажется, этого было мало. Ну, у кого-то, опять-таки, если не обязательно с каким-то мужчиной, в принципе, да, общение, там, попытки выстроить коммуникации, у кого-то бизнес-отношения, хотя это сюда не очень подходит, но я уже так, на всякий случай говорю, то, опять-таки, вы не получили желаемого, у вас был запрос один, а результат вы не получили тот, на который вы надеялись. Но мне показано, женщина по карте Лилия, время прошло, у вас сейчас и силы есть, и, может быть, у кого-то и амбиции проснулись, и желание тут как будто бы не предавать себя, идти дальше, своей дорогой, своим путем. Тут опыт усвоили. Мне вот такая девочка показана. Девочка, которая понимает, что из всего можно извлечь пользу, в каком плане. Учиться никогда не поздно, и в том числе из любой ситуации можно вынести эти знания, умения, опыт. Какая ваша сигнификация, девочки? Подпишись на канал и поставь лайк. Смотрим сейчас расклад, что нового на форуме ваших недоброжелателей, сплетни о вас. Кто сплетни о вас распускает? О чем эти сплетни? Как это вас касается? Кто распускает сплетни сейчас о вас? О чем эти сплетни?
эти прекрасные люди, которые распускают сплетни о вас. О чем эти сплетни? Кто? О чем? Кто? О чем? Кто сплетни о вас распускает? И о чем эти сплетни? Смотрим. Кто распускает сплетни о вас? Может, это группа лиц? Так. Ой-ой-ой. Ну, тут женщины с очень злыми языками, зависть. Ух ты мой. Так, ну давайте так. Женщины, которые где-то с вами конкурируют. Мне так вроде как даже не одна женщина. Ну, одна тут 100%. Ну, давайте сейчас посмотрим. Угу. Сплетни. Тут карта злой язык. Вот желание где-то укусить. О чем-то таком вот как-то вспомнить. Подчеркнуть какой-то, может, не очень там удачный период, какой-то в жизни у каждого из нас бывает, да, не особо удачные периоды. Вот этой женщине очень важно вот тут как будто бы подчеркнуть, сделать акцент на вот каком-то негативе. Может быть, вот как-то вот какие-то едкие замечания. Это все сюда. Женщина, вполне возможно, мне показано, очень переживает по поводу своей внешности, конкурентоспособности. Женщина, которая в прошлом могла быть привлекательна довольно-таки, и энергии было много. Сейчас вот карта уставшая, замученная, еще и карта дьявол, и предательство какое-то. Может быть, череда каких-то предательств в ее жизни. Ну, может, сама тут тоже что-то тут такое творила. Но тут, как, знаете, не буду говорить, что тут эффект бумеранга. Нет, нет. Тут скорее просто она устала, она чувствует где-то, может быть, как сдает позиции. Может быть, как молодые, как это говорят, длинноногие красавицы в спину дышат. Если раньше там, допустим, мужчины тут на нее обращали внимание, там она могла легко, тут манипулятор неплохой, она могла привлечь внимание, то сейчас это особо не срабатывает. Она вот считывает, как будто бы, ну, где-то она проигрывает. Ну, тут может быть даже где-то желание самоутвердиться хоть вот такими способами. Самооценочку поднять, типа доказать, что не только у меня там какая-то хрень в жизни происходит, извините. Тут зависть. Тут, кстати, женщина увлекается Таро, рассматривает. Ей хотелось бы узнать о вас получше. Так, мечты какие-то. Вот тут мне прямо идет, что женщина о чем-то мечтала. Может быть, даже какие-то амбициозные у нее были планы, стремления. Но судя по этим картам, что рядышком, тут оно не очень-то как-то и реализовалось, ее мечты. Ну, неудовлетворенность, наверное, какая-то тут 100% проигрывается. Так, это ваша, ну, не знаю, даже не хотелось бы тут даже начинать с подруг, да? Давайте так. Кто это? Ваша знакомая? Ну, понятно, что знакомая. Это подруга ваша? О чем? Это бывшая подруга? Коллега по работе. Тут коллега по работе. Тут это не сколько она ваша подруга, и не просто знакомая, да, тут коллега по работе. При этом эта женщина в какие-то периоды старалась с вами, может, отношения, я не могу сказать, что сдружиться, но как-то так она проявлялась к вам. Тут карта Арлекин, это нестандартно как-то. То есть, вполне возможно, вы реально ощущали, с ней точно не нужно дружить. Искренности ноль, да, тут вообще как будто бы, вот тут об этом. Да, это коллега по работе ваша. Это бывшая? Это настоящая? Ну, у кого-то это бывшая, у кого-то настоящая, давайте так.
а у кого-то даже может проиграться она настоящим, ваша коллега по работе, но она могла и может прикладывать усилия для того, чтобы вас то ли вышибли с этой работы, то ли подставы какие-то, карта лиса, тут тоже все. И карта лабиринт, и лиса, тут такая хитрая, тут такая женщина, которая, знаете, при любых этих сменах режимов власти, при любых сменах, там уже не знаю, перетрубациях, она выживет. Она будет тут использовать какие-то моменты, хитрость, приспосабливаться. Вот так вот. Тут вполне возможно даже, почему-то мне по этим картам, это может быть даже женщина не одного возраста с вами. То есть особо как бы точек пересечения, увлечений, каких-то интересы, там разные у вас могут быть. То есть, там, если вам там 40 лет, то ей может быть там за хорошо. Там, или наоборот. Как будто бы разные вы какие-то. Тут вот мне такое вот, может, разные увлечения. Хотя у кого-то вот Таро тут 100%. Она может даже это скрывать, но ей интересно просматривать. Там что-то она интересуется этим. Как будто бы разочарована в личной жизни, в каких-то достижениях. Тут карта звезда, в мечты какие-то. Пока то, о чем она искренне там мечтает, и может даже, но она камуфлирует это, скрывает. Тут карта рядышком такие, говорящие о том, что зависть, может быть, у других это реализуется, это воплощается, а у нее нет. Так, какая еще она? Ну, тут злой язык, кстати, она может вот такой быть, ну, вот этот острый язычок, сплетница, да, тут сплетни, понятно. Тут может такие гадости говорить. При этом, как вам сказать, почему я сказала, что разного возраста, потому что она тут как будто бы вот эти вот какие-то сплетни, может быть, вот эти разговоры, она доносит, если мы смотрим в контексте там рабочие взаимоотношения, да, коллектив, тут карта старейшины с какими-то людьми на вашей работе, может быть, там очень взрослые, у кого-то авторитетные. Она как будто бы с ними вот делится этими какими-то сплетнями, умозаключениями. Может быть, осознанно даже с ней как бы от нее эту информацию хотят получать. Ну, знаю, что. А вот она донесет тут какую-то информацию. Что бы ни случилось, она донесет. При этом ограничение, надежда, игра. Она как будто бы сама почему-то вот с этими людьми, как играет в какую-то игру. Может быть, свои правила у них игры, да. Это, с одной стороны, какие-то тут ограничения у нее может быть, да. Если это, как, там, допустим, начальство или люди, которые обладают какой-то властью, и она постоянно, допустим, там, пытается донести какую-то информацию, тут правдивости ноль, конечно, ну, она свою подачу какую-то тут дает, вкладывает свой смысл в эту всю информацию. Но у нее желание, тут карта ограничения, надежда, игра. Она может быть надеяться, что там у кого-то это будет повышение зарплаты, да, премии какие-нибудь. Ну, я утрирую, у кого-то это в принципе, она так привыкла выстраивать вообще взаимоотношения с людьми. Ну, вот тут так. При этом надежда все-таки, что эти люди могут ей пригодиться. Но это игра. Они ее используют, она их использует. Вот тут так прям идет. Как игры какие-то. Вот она и играет в эти игры. При этом у нее надежда, что она улучшит, повторюсь, у кого-то материальное положение, условия существования, я не знаю, тут какие-то бонусы, будто бы она получит, плюшки от этого. И эта игра, судя по всему, ведется уже давным-давно. Вот такой какой-то тут прям, хотел сказать, серпентариум. Змея. Вот эта женщина, вот это ваша коллега. У кого-то это бывшая, не бывшая, но тут очень похоже, как многих действующая. Вот это вас сплетня, она сейчас распускает. Так, ну одно меня радует, что это не ваша там подруга, не близкий человек, нет. И скорее всего вы знаете цену этой женщине, да, и ее всем рассказам и россказням. Собственно, о чем сплетни? Сплетни о вас, это о чем?
давайте так, может рассказывать о том, что вы где-то не учитесь на своих ошибках. Как будто бы вот жизнь вам показывает. Тут карта лечения, это я так образно буду. Тут какая-то бабулька колет тут эти шприцы, вот кукла Вуду. Как будто бы может говорить о том, что вам же как будто бы и показывали, и как будто бы давали вам подсказки, да, вот не нужно быть, допустим, такой принципиальной, такой где-то, ну, правильно, неправильно, тут чуть-чуть другое. Тут как будто бы у вас есть свое видение, свои дороги, вот тут карта мостик, да, пути, свои какие-то планы. А тут идет такое, как будто бы, знаете, где-то обесценивание ваших каких-то желаний, планов, где-то поставить под сомнение того, что, ну, то, о чем вы, допустим, мечтаете, к чему идете. Может быть, даже как будто бы, знаете, так подтрунивает и иронизирует по поводу ваших каких-то взаимоотношений. Тут друзья, карта собаки, и ваших у кого-то тут в личной жизни ну, там, отношения, да, там, с вашим избранником, с мужчинами. Она тут может говорить, что вы или слишком принципиальная, или как будто бы тут упрямство даже какое-то, может, к чему вы идете, вот тут у кого-то цель какая-то, да, поставили перед собой цель и идете. Может, оно не получается пока, да, делаете маленькие шажочки. Вот эти ваши неудачи, она будет тут прям, ну, не знаю, как в 1000 раз преувеличивать. Опять, где-то она может рассказывать, вот сплетни о чем, что вы, может быть, не особо, как вам сказать, вот именно вот с друзьями, как будто бы у вас опять-таки видение на свое видение вот взаимоотношений, может быть, дружбы. Отчасти, даже если вы там ее отфутболили, да, вы, может, увидели ее, насколько она лживая, также может рассказывать, что вы разбрасываетесь типа друзьями, как когда-то мне одна моя хорошая знакомая сказала: ты на старости лет останешься одна, ты не боишься этого, да, что ты там как отворачиваешься от подруг, да? И мне так смешно стало в моменте, я так засмеялась прямо. Ой, мне так смешно стало. Ладно, это все из этой серии, девочки. Как будто бы человек пытается, знаете, вот она так как-то вот хитро, вот, как-то такая пытается приспособиться, повторюсь, при любых там перетрубациях, при любых там изменениях. Она выживает. И ей непонятно, и ей как-то вообще чудно, как вы по-другому выстраиваете свои взаимоотношения там с теми же друзьями. И она говорит о том, что вы сами можете создавать эти трудности. То есть, если бы вы были более гибкой там какой-то, легко приспосабливаемой, то у вас бы не было этих трудностей во взаимоотношениях, допустим, там с начальством, с друзьями, в личной жизни. Вот это вот сюда. Как будто бы где-то она вас, знаете, пытается даже между строк мудрости научить. Вот это такое. С позиции собственного там опыта. Как какие-то прогнозы делает по поводу того, что насколько у вас вот эти вот планы, которые вы там все нарисовали, они реализуются. Насколько вы, может быть, успешны будете, да. И она так может так клацать языком и говорить: да нет, с такими подходами, с такими проявлениями, тут упрямство, тут какая-то принципиальность, вот тут как будто бы не достигнешь. Ну, такое. Так, смотрим сплетни еще о вас. Угу. Может рассказывать о чем еще? О том, что вы... Тут карта Иерофант, такая своеобразная, да? Тут как будто бы, с одной стороны, может рассказывать, что вы к себе сейчас вообще никого не подпускаете, вот по этой карте. Где-то на, как будто бы на поготове, да, держите перед собой вот этот меч какой-то тут, или мачете, я не знаю. И закрываетесь от людей, не рассказывайте о своих, опять, таких планах, мечтах. Если раньше, может быть, делились, ну, с ней вы вряд ли делились, но она как-то узнавала об этом, то сейчас может рассказать, что да ничем не делится, ничего не рассказывает про себя, ничего не понятно, ничего не ясно, да, про вас. Ее это тоже подбешивает отчасти. Более того, вы тут по этой, хотел сказать, фотографии, по этой карте тут показано, может быть, даже вы как-то ее
ну, чуть ли не в эротические дали послали, там, если она заинтересована там и что-то узнает о вас, то, то ли вы могли сказать ей прямо, то ли через кого-то она узнает, что тут вы вообще могли сказать, не твое дело, или вообще, а тебе-то что? Ну, в общем, что-то из этой серии. Или там могли как-то уйти от ответа, но тут более агрессивно, тут как будто бы вы не верите. Она считывает то, что вы ей не верите. И вот эти какие-то там доброжелательные советы вы тоже не верите и не ведетесь. Опять-таки, может рассказывать о том, что сейчас как у вас какое-то то ли подвешенное состояние, или она пытается считать информацию, а не может. Карта баланса. Где-то она понимает, что вы удерживаете этот баланс. Может быть, так не отказались от этих своих каких-то целей, планов. Может рассказывать о том, что сейчас вы слишком много работаете. У кого-то много работаете для чего? Для достижения вот этих поставленных целей. Тут даже где-то вы ее удивляете. Тут карта своеобразная, тут это жрец, тут как женщина, которая шокирует этого иерофанта. Но тут такой иерофант, смысл в чем? Она где-то может раздувать эту историю о том, что, боже мой, она сейчас ушла с головой в работу. Она тут вообще как будто бы, ну, не то, что там... Тут у кого-то личная жизнь раньше, допустим, у вас была в приоритете, да, может, там, мужчины проявлялись к вам, у вас какие-то там, у кого-то были яркие взаимоотношения, романы. А сейчас вот она может рассказывать о том, что вы тут пашете с утра до вечера, вот, и потом как бы вы не пожалели о том, что, ну, тут у кого-то здоровье положите на этот заработок, у кого-то вплоть до того, что она пытается разобраться, а почему вы так работаете много. Повторюсь, у кого-то это в прямом смысле там 2-3 работы, да, какой-то заработок, у кого-то вы идете к какой-то поставленной цели. И тут вот эти сплетни могут говорить о том, что она даже может сюда приплести то, что, допустим, мужчины, значит, там нет такого, который там поддерживает, вкладывается, заботится материально. Почему-то она сама вот тянет на себе, тут тоже об этом. И вот она пытается донести, вот, опять-таки, она потом раскается. Зачем вот на 2-3 работах пахать, как будто бы. Ну, вот так. Между строк такое желание узнать о вас. Вот, чего вы хотите, а вы не отказались от своих там мечт, желаний. Вот тут такое. Так, все-таки еще раз посмотрю на эту, вот мне интересна эта лошадка. Так. Вот ей интересно, если в вашей жизни присутствует ли мужчина, карта мужчина, дом, солнце, тучи. Она может думать, что вы работаете много или прикладываете усилий. Для чего? Для того, чтобы, может быть, там, у кого-то солнце это детки, ради каких-то там, может, опять-таки, проекты, там, заработок ваш ради, допустим, там, обучение детей в каком-то там, уж не знаю, университете. У кого-то, в принципе, для того, чтобы, может, детям там, у кого-то дом, недвижимость, улучшить жилищный вопрос. И вот все равно у нее такой подтекст, вот как будто бы, а мужчина, а что мужчина, а он что, он работает, не работает, почему вы на себя берете? Вот тут как-то опять карта лилия, карта аисты. Может рассказывать о том, что сейчас для вас вот очень важно там, вы в погоне заработать много денег, у кого-то и правда там, может быть, разъезжаетесь, взрослые детки, да, у кому-то там улучшить там жилплощадь нужно приобрести деткам тоже. Тут вот все об этом. Тут как будто бы с одной стороны удивление, что вы тут работаете с утра до вечера, как лошадка впряглись. С другой стороны осуждение. Как будто бы когда добрая такая заботливая мамочка говорит, вместо того, чтобы вот так вот пахать, лучше, может быть, тут какого-то то ли мужчину нашла, то ли, если у вас есть там действующий ваш мужчина, вплоть до того, чтобы провела бы с ним беседу, чтобы он зарабатывал, да? Ну да. Как будто бы говорит, может говорить о том, что
ваше вот это желание заработать, карта работа, до добра не доведет, карта дьявол. Ой, где-то как повернутая, может рассказать, что она повернутая сейчас нам на работе, на реализации, вот все. Если раньше, повторюсь, может рассказывать, что вас больше интересовала там эмоционально-чувственная сфера, там мужчины, встречи какие-то, тут карта всадник, это как любовные истории. Вот если раньше она могла на эту по этому поводу тут это, сплетничать, да, то сейчас она это не может к вам как-то приплести, да, тут она больше делает акцент на том, что вы максимально вся ушли в заработок, да. Ну и опять-таки может рассказывать, что да, вы закрываетесь, про вас очень мало что известно, даже с вашими какими-то типа бывшими или настоящими друзьями, через тех, ну, кого, ну, она узнавала информацию о вас, да, вот, через ваших там друзей, ну, карта собака у меня идет, то сейчас даже какие-то нюансы, может быть, она случайно узнавала, ей это было интересно, то сейчас как будто бы вы закрываетесь, вы не делитесь той информацией, которая ее интересует, вы как загадка для нее сейчас. Вот так вот. Такой сегодня у меня расклад, девочки. Вот такие сплетни о вас сегодня. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.